Привет, привет! Несмотря на грустные события, которые будоражат мир сейчас, мы решили все-таки отправиться в поисках прекрасного для вас, потому что жизнь продолжается. Стоим. Сегодня мы посетим город, который я рекомендую вам посетить вторым после Праги в Чехии. Ну, мы приехали. Если вы не догадались, то это город чешский Крумлов. Город потрясающий просто. Сейчас я вам буду все показывать. Блин, осталось найти ресторанчик, где нам поесть. А это, кстати, вон там, видишь, наверху тоже прикольно. Когда-то мы были и останавливались в этом отеле. Я вам сейчас расскажу историю из нашей жизни. Вот здесь можно арендовать рафт и поплыть в далекие страны. Ну что, есть покемоны? Нет.
Слушайте, первый раз такое пробую. Стоит мужик, у него ягоды различных сортов там. Черника, малина, клубника. И он все это миксирует вместе с ванильным вареньем и потом выдавливает через такое специальное приспособление, как бы вот стаканчик. Очень вкусно. Серьезно, потрясающе. Главное, что так не сладко получается. Слишком. Очень здорово. Таня такая довольная, потому что только у нее одно и сладкое мороженое. А у нас у всех такие... Первый раз в жизни повезло с выбором еды. Здесь живут мишки. Но мишек сейчас может здесь и не быть. Нет, две самочки еще должны быть. А недавно, к сожалению, они усыпили 30-летнего Мишку, потому что он очень сильно болел. Ну что, есть Мишка? Нет, Мишка. Который раз мы возвращаемся в Чешский Крум? Ой, я не знаю. Первый раз мы сюда приехали, наверное. Я приехал в 99-м году первый раз. Это город выглядел немножко по-другому. После распада социалистического лагеря, ну, как бы город не был в таком порядке, как сейчас. Сейчас огромное количество ресторанов и все, вы видите сами. Так вот, я вам хотел рассказать историю смешную, которая с нами здесь приключилась. Помнишь, Таня? Мы приехали сюда, здесь каждый год проходит, видимо, не очень получится мне сейчас рассказать эту историю. 5 минут. Тишина. Продолжим. Ну так вот, каждый год здесь проходит международный музыкальный фестиваль, на который съезжаются со всего мира различные музыканты, там, оркестры, играют здесь классическую музыку, ну, в общем, много разного всего. Это очень красиво под стенами замка происходит, когда сюда даже Повороте приезжал, да? Билеты купили за полгода. И вот мы купили за полгода, да, мы купили сюда билеты, приехали, остановились в том самом гостинице, который я вам уже показывал. Подходит время концерта, начинается дождь. Концерт у нас под стенами замка, естественно, на улице и как бы под открытым небом. Мы понимаем, что концерт, наверное, отложат. Ну и вот подходит 7 часов вечера. Дождь только закончился, буквально за 5 минут до этого самого. И я думаю, пойду я посмотрю, вдруг все-таки будет концерт. Подхожу туда, смотрю, пусто, никого нет. Все мокрые эти сиденья, там вообще оркестр, музыкантов никаких нет. И вот по тем самым маленьким улочкам, по которым мы сейчас шли, идет один одинокий такой скрипач, такой, его из стороны в сторону качает. Вот. Я к нему подхожу и по-чешски спрашиваю, скажите, а концерт будет? А он мне на чистом русском: какой концерт? Мы все ноты потеряли. Какой концерт? Оказалось, что в Чешской филармонии играет очень много музыкантов из Санкт-Петербурга, из России, из Москвы. И, конечно, была очень забавная ситуация. Мы тоже очень расстроились. Мы тоже очень расстроились. Тоже ноты потеряли и напились много хорошего вина выпили мы в тот вечер. Легли спать, а на утро уехали обратно. Но это нисколько нас не расстроило, потому что город действительно потрясающий. Вы видите, здесь такая потрясающая атмосфера.
Ни с чем не сравнимое. Вы никогда не пожалеете. Да. Да. Я на свой день рождения очень люблю сюда приезжать, когда еще такого цветения нет. У меня в марте день рождения. И всегда у меня потом потрясающее настроение. Не пожалейте. Так и представляешь, как здесь прямо на лошадях рыцари въезжали. Первые упоминания об этом городе были в 1240 году. Именно тогда где-то его и построили. Находится он на расстоянии 175-180 километров от Праги. Догнал вас. Ловлю такие безветренные места, потому что, когда ветер дует, он задувает в микрофон, и невозможно что-то рассказывать. Расскажу вам, что этот замок был построен в 1240 году, первое упоминание о нем было. Принадлежал он разным семьям, и разные мастера архитектуры на нем потрудились абсолютно. В таком виде, в котором мы сейчас видим этот замок, он был перестроен последний раз в 18 веке. Этот замок второй по величине в Чехии. Площадь полная замкового вот этого ансамбля как бы занимает 11 гектар. Замок принадлежал многим владельцам за весь период своего существования, поэтому в нем каждый владелец пытался его перестроить, и поэтому здесь такое сплетение многих стилей. Большинство зданий, которые дошло до нашего времени, датируются где-то 14-17 веком постройки. Здесь и готический стиль, и ренессанс, и барокко. Этот мост, по которому мы прошли, был надстроен сверху такой галереей, переходом, по которому из замка попадали прямо в Дворцовый парк, который находится там, куда мы сейчас пойдем. Предлагаю пойти и посмотреть, куда по этому переходу переходили графья и принцессны. Ты спряталась. Привет, привет. Как тебя достать? Я не знаю. Дай мне руку. Дай мне руку. У меня... Я сейчас пупок упалю. В этом чудесном дворцовом парке есть театр, который был построен в 1766 году. В нем сохранились все старинные механизмы, декорации. Он используется нечасто. 3 раза в году, потому что чаще нельзя для сохранности. Сейчас здесь что-то происходит, и театр закрыт. Видимо, готовится к какому-то представлению или еще что-то такое. Помимо старинного театра
здесь еще находится интересное сооружение. Это вращающийся зрительный зал. Он был построен уже в социалистические времена, я, честно говоря, не помню год. И суть заключается в том, что зал крутится. Соответственно, у театра, у зрелища появляется возможность нескольких сцен. Одна здесь, сзади, другая здесь. Это здорово. Это очень интересно. Было очень множество споров, потому что чешский Крумлов находится под охраной ЮНЕСКО. Сносить это постройку или не сносить, потому что она все-таки портила ансамбль этого парка. Но решили, что все-таки не сносить. Все-таки что-то в ней есть такое интересное, и она достаточно уникальна. А сейчас мы двигаемся по старинной дубовой аллее в сторону красивого пруда, в котором обычно цветут лилии. Посмотрим, может быть, сегодня нам повезет. Есть в замке графском старый пруд, там лилии цветут. Слушайте, нам повезло. Нам с вами повезло. Слушай, нам реально повезло. Смотрите, сколько их. Смотри. Вау. Ну, на этом и все. Батарейка у нас садится на камере. Надеюсь, что вам понравился этот город, этот парк. Пока-пока.